Недавно наткнулся на такой офигительный рецепт желудочков, пупочков, как хотите, так и называйте. Сначала я его приготовил сам, а после того, как попробовал, я понял, что это бомбический рецепт и решил продемонстрировать его вам. Названия так такового у него не было, и поэтому я осмелился и придумал его сам. Я думаю, это будет подходящее название. Я назвал это куриные желудочки под сырной шапкой. Ну, соответственно, для него нам понадобятся сами куриные желудочки. Здесь у меня килограмм. Я их уже промыл и почистил. Да, хоть они продаются уже почищенные, но стоит проверять, его когда промываете, будете это все видеть и убирать эту желтую пленочку, она нам вообще не нужна. И понадобится еще немножко ингредиентов, которых я покажу попозже. Сразу скажу, рецепт максимально простой. Это минимум ингредиентов, минимум приложенных рук, но некоторое затраченное время. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Получается, как у меня уже промыто все, почищено. Сейчас мы уложим это все в кастрюльку, зальем холодной водой, поставим на максимальный огонь и будем дождаться, когда вода закипит. После того, как закипит вода, нам нужно будет убавить огонь до среднего, может быть ниже среднего, и убавить, в общем, настолько, чтобы вода у нас не сильно булькала, но кипела, но не сильно. И так мы будем проваривать их примерно часа полтора, может час 42. Нам нужно будет добиться прям максимальной мягкости наших желудочков. Да, конечно, если мы их там поварим минут 40, они уже тоже будут готовы, но нам нужно будет именно та мягкость, о которой я вам говорю. Ну что, друзья, давайте приступим. Ну вот, я уже залил водой, поставил на максимальный огонь и буду ждать, пока наша вода закипит. Пока мы наши желудочки солить не будем. Ну вот, желудочки уже у меня закипели, я убавил на маленький огонь. И видите, она немножко побулькивает, и так мы оставим, получается, где-то часика на полтора, думаю, час на 40 даже. И будем добиваться той мягкости, которая нам нужна, которую я покажу позже. А солить мы будем примерно за полчасика до готовности. Ну, где-то, наверное, будем часа через час 20, думаю, где-то через час 20, через час 10 мы с вами посолим. Ну вот, прошло мне где-то час 10. Сейчас посолю. И оставлю так примерно, может быть, на полчасика, минут 40. И буду добиваться нужной мягкости, которую покажу позже. Ну вот, смотрите, прошло где-то у меня час 40 с того момента, как я начал, получается, отваривать. И примерно полчасика с того момента, как я посолил. И смотрите, что у нас должно получиться. При нажатии вилочкой они должна у нас легко, получается, видите, ну, ломаться. Пока остывают наши желудочки, мы займемся луком. Я взял 2 крупных лука и буду нарезать их на четверть кольца. После того, как нарезали лук, наши желудочки уже подостыли. И будем их нарезать вот на такие вот тоненькие полосочки. Вот сковородка, налила растительное масло. Теперь высыпаю лук и буду обжаривать лук до полупрозрачности, ну, в общем, до мягкости. Ну вот, лук уже у нас обжарился. Добавляем нарезанные желудочки. Перемешиваем. После того, как перемешали, немножко отодвигаем желудочки. Добавляем сюда растительное масло, пускай растопится. Когда растопилось сливочное масло, добавляем сюда столовую ложку муки. Нам нужно ее обжарить. После того, как обжарилась мука, перемешиваем все вместе. Теперь после того, как перемешали обжаренную муку с нашими желудочками, добавляем 150 мл бульона, на котором варили наши желудочки, и 150 мл молока. Теперь все перемешаем.
Я добавлю еще чуть соли и черного перца. Это по желанию. Теперь перемешиваем и доводим наш соус, молоко до загустения. Ну вот, буквально пару минут, и наш соус загустел. Мы убираем сковородку с огня, и сейчас будем перекладывать это в форму для запекания. Теперь нам нужно это все переложить в форму для запекания. И осталось нам теперь только это щедро посыпать сыром. После того, как посыпали сыром, отправляем в разогретую духовку до 180 градусов, примерно минут на 20. Будем доводить до золотистой корочки. Ну что, друзья, я говорил, что будет вкусно. Это мега бомбически вкусно. Каждому советую это приготовить. Если вам надоели стандартные желудочки в сливках, обязательно приготовление именно это блюдо. Его можно готовить как вот в противне, как в любой форме для запекания, также можно и готовить и в кокотницах для жульена и подать также. В общем, друзья, спасибо, что смотрели. Всем до встречи и пока.